Привет! Это 6-я часть, и она про математику. Вспоминаем контекст. В прошлый раз мы выяснили, для того, чтобы получить хоть какое-то изображение, сетчатка по самому оптимистичному раскладу должна быть разрешением не меньше 12 на 12 пикселей. Кроме того, если перепутать рецепторы местами, получится бессмысленный калейдоскоп. Какова же вероятность угадать с правильным подключением сетчатки 12 на 12? Вот наш вопрос. Или по-другому, сколько разных картин можно сложить из 144 пазлов? Начнем с того, что мы практически не воспринимаем большие числа. А когда мы пытаемся оценить их визуально, мы склонны поддаться иллюзии. На бумаге большие числа для нас вроде колбасок разной длины. Понятно, что чем больше нулей, чем длиннее колбаска, тем число больше. Но как прочувствовать величину числа? И как с одного взгляда ощутить, насколько одно отличается от другого? Непонятно. Если мы возьмем колбаску длиной в 1 ноль, то есть 10, и добавим к ней еще дольку в 1 ноль, колбаска увеличится не в 2 раза, как это выглядит, а в 10. Было 10, стало 100. Если теперь мы добавим еще одну такую же дольку, то все, что уже было до этого, то есть 100, опять увеличится в 10 раз. И так далее. Если колбаска была из 6 нулей, еще один нолик превратит миллион в 10 миллионов. Какой бы длинной ни была колбаска, каждый дополнительный нолик делает ее в 10 раз больше, чем она была. То есть добавить нолик означает взять все, что было до этого, и прибавить еще 9 раз по столько же. Хотя на взгляд, и в этом наша проблема, нам кажется, что числа становятся всего-то чуточку длиннее. Нас обманывает то, что визуально нолики прибавляются, в то время как за кулисами происходит умножение. 1 нолик в 10 раз, 2 нолика в 100, 3 в 1000 и так далее. Таким образом, если разница между этими числами выглядит так, то между этими так. А между этими уже так. То есть и разница между соседними числами увеличивается в 10 раз от числа к числу. Итак, возвращаемся к нашему вопросу. Сколько же существует вариантов расположений из 144 пазлов? В математике это число равно факториалу 144. Пишется так: 144 с восклицательным знаком. По сути, это произведение всех чисел от 1 до 144. 1 помножить на 2, помножить на 3, на 4 и так далее до 144. Ну и сколько же это получается? Я уже упоминал, что речь идет не о тысячах и даже не о миллионах. Вот уже знакомая нам картинка. Здесь диапазон тысяч и миллионов. А где же правильный ответ? По мере того, как числа на экране будут расти, приближаясь к цели, я расскажу о некоторых из них. Ты никогда не думал, сколько секунд в году? Около 30 миллионов. Это где-то на этой строчке, где у нас число из 7 знаков. А вот это число из 9 знаков, то есть миллиард. Согласно теории эволюции, жизнь на Земле началась 5 миллиардов лет назад. А сколько это в секундах? Изволь, это число из 17 знаков.
То есть где-то здесь те же 5 миллиардов лет с момента зарождения жизни, только в секундах. А не увлекся ли я? Не забыл ли про сетчатку, если речь уже о 17 знаках? Нет-нет, про пазл наши я помню, и когда достигнем нужной точки, я остановлюсь. И это 25-значное число. Столько атомов содержится в стакане воды. То есть атомов в стакане воды в 100 миллионов раз больше, чем секунд с момента зарождения жизни на Земле. А сколько же атомов содержится во всей гидросфере Земли, то есть во всех реках, озерах, морях, океанах, ледниках и атмосфере? Изволь, это примерно 47-значное число. А сколько атомов всего в нашей планете, включая воду, сушу, горы, недра? Это 50-значное число. Это что же, воды 47 знаков и только 3 знака на все остальное, из чего состоит планета Земля? И да, и нет. Да, это 3 знака, но нет, это не всего. Эти 3 знака показывают, во сколько раз всех атомов планеты Земля больше, чем только атомов воды. Иными словами, атомов воды в планете Земля в 1000 раз меньше, чем прочих атомов, а не 47 долей из 50. И это хороший пример того, как мы заблуждаемся, глядя на большие числа, сравнивая их с колбасками. Следующий возможный вопрос: а сколько же атомов во Вселенной? И, кстати, где же количество подключений к сетчатке из 144 рецепторов? Что наступит раньше? Наблюдаем. Итак, перед нами 80-значное число. Столько атомов содержится во Вселенной. Подумать только. Разница между количеством атомов в стакане воды и во Вселенной в цифрах всего 55 нулей. Как много это говорит о весе этих нулей. Но где же сетчатка, спросишь меня ты? Спокойно, не проскочим. После строчки с количеством атомов во Вселенной сказать мне нечего, так что я помолчу. А ты загадай, что бы это могло быть за число, и на какой строчке ты ждешь его увидеть. Готов? А вот и долгожданное число длиной в 250 знаков. Это значит, что количество вариантов подключений к простейшей сетчатке больше, чем количество атомов во Вселенной. Вот когда математика выводит нас из плена иллюзий. Еще больше поражает соотношение. Разница между количеством атомов в стакане воды и количеством атомов во Вселенной — 55 знаков. Разница между количеством атомов во Вселенной и количеством вариантов подключения к простейшей сетчатке — 170 знаков. Это пропасть. О чем все это? Самая маленькая химическая единица, из которой состоит любая материя, это атом. В противоположность атому Вселенная — это самое большое, чем оперирует наука. Есть видимая часть Вселенной и есть невидимая. Размер видимой ограничивается скоростью света. С момента Большого взрыва свет не от всех галактик успел дойти до нас. То есть видимая Вселенная — это все то, от чего свет успел дойти за 14 миллионов лет. Можешь себе представить ее размер? И вот такая Вселенная состоит из крохотных атомов. Теперь представь, что во всей Вселенной есть один помеченный атом, и тебе нужно отыскать его А наугад и Б с одной попытки. Вероятность удачи в этом случае 10 в минус 80 степени. А вероятность удачного подключения к нашей сетчатке 10 в минус 250.
А уж не ошибся ли я в подсчетах? В конце этого ролика я размещу коротенький аппендикс с формулами и комментариями, чтобы любой желающий мог все проверить. А пока продолжим. Напоминаю, из всего глаза сейчас мы говорим, во-первых, только о сетчатке, причем о простейшей из возможных. И, во-вторых, говорим мы не о вероятности ее возникновения, а о вероятности правильного подключения к уже готовой. О вероятности ее возникновения разговор отдельный, хотя кое-что из этого мы уже успели обсудить. Но есть одно обстоятельство, которое не позволяет нам трезво оценить полученный результат. Те самые миллиарды лет, за которые, да мало ли что. Об этом мы и поговорим в следующий раз. Напоминаю, пока мы рассматриваем картину мира глазами противников теории эволюции. Следом грядет взгляд сторонников. Ну и обещанный аппендикс. Сначала на пальцах. 1 пиксель – 1 вариант расположения. 2 пикселя – 2 варианта. Теперь улавливаем закономерность. Берем результат предыдущего шага, то есть 2. Умножаем на новое количество пикселей, то есть 3. Получаем количество вариантов из 3 пикселей – 6. Чего ждать с 4 пикселями? Берем результат предыдущего шага – 6. Умножаем на новое количество пикселей – 4. Получаем 24. В любой момент форму сетчатки можно поменять на нужную, количество вариантов не изменится. Но когда пиксели выстроены в линию, все нагляднее. А что будет, если добавить 5-й пиксель? Опять же, берем, что было, умножаем на 5, получаем 120. Закономерность очевидна. Таким образом, если количество пикселей в сетчатке равно n, количество вариантов будет 1 помножить на 2, помножить на 3, на 4, на 5 и так далее до n. Это и есть n факториал. Остается узнать, чему он равен. Мы говорим о сетчатке размером 12 на 12 пикселей, то есть всего 144. Значит, нас интересует факториал 144. Функция факториал имеется во многих калькуляторах, но можно воспользоваться и специальными ресурсами. Ну а для тех, кто знаком с комбинаторикой, привожу формулы. Как видно, результат тот же. Осталось нагуглить справочную информацию о количестве атомов во Вселенной и прочее. До новых совпадений.